Всем здорово, всем здорово, всем привет. Всем здорово, всем привет. Итак, что у нас сегодня? Сегодня у нас среда, 21 число, как и положено было, в общем-то, января. Оп, стояночка. Эхо пошло. Так, оп, выключил, эхо не будет. Так, итак. Куда мы идем? Правильно, мы заходим на наш канал. И что мы можем увидеть у нас на канале? На канале мы можем увидеть наше голосование. Открываем. Что мы видим в голосовании? Правильно, в голосовании мы видим уже тему, которая на следующей будет неделе. Вот, это голосуйте тоже после окончания этого стрима. Можете во время, но лучше после. Вот на 29 января уже голосование выложено. А сегодня у нас ВОВ, Автоком или Delphi. Голосование на эту тему было, скажем так, приведено к теме на эту тему. Блин, вот сказанул уже. Так, еще раз всем привет, кто подошел. Александр, приветствую. Так, привет Автофронт, привет Михаил, привет Алена, привет Профдиак. Вот, всем привет, привет, всем привет. Так, по началу хотел бы рассказать, пока народ собирается, интересную тему. Кто не в курсе, сразу повторю, расскажу. Заходим на канал, заходим в сообщество, я уже говорил. Куда мы заходим? Правильно. Выбираем голосование. В общем-то, пишем здесь темы, здесь следим. В этих полезных местах я пишу различные для канала полезные, значит, ну вот, ингредиенты, полезные существа, которые... Кстати, Автофронт, подскажу, как это сделать. В Автокоме и в Вовке есть полезная, приветствую, Евгений, тоже, есть полезная папка, где лежат драйвера. И кроме драйверов еще версия фирмвары. Она и в Автокоме, и в Вовке, и в Delphi должна стоять абсолютно одинаковая. Да-да-да, все правильно. Перекинуть, вот как Александр говорит, надо все в одну папку. Ну, в общих папках были, чтобы одни и те же файлики. Оба-на, а у нас хейтерасты завелись, только начали стрим, уже сразу дизняк влепили. Ну, ничего страшного. Раз у нас есть хейтерасты, хейтеры, это уже говорит о том, что наш канал, в общем-то, кому-то да интересен. Вот, значит, на него люди, даже которым он не интересен, или кому-то даже противен, обращают внимание. Ну что ж, пожалуй, продолжим. Так, что у нас? Сегодня, приветствую, Виктор. Значит, смотрите, еще раз скажу, кто не в курсе. Вот эта закладка, вот здесь вот, это наш сайт стоять. А я переключил или не переключил режим? О, блин, тормоз. Ну, тормоз, слушайте, вообще. Так, вот, значит, что у нас есть. Как я и говорил, заходим на канал, нажимаем сообщество, вот это. Здесь у нас все технические темы касаемо нашего непосредственного канала. Приветствую, Павел. Вот, здесь у нас голосование уже выложено на следующую неделю стрима. Вот у нас голосование, различные моменты. Если что-то куда-то надо написать касаемо канала, я пишу вот здесь вот. Здесь у нас вход на наш сайт. Здесь у нас вход на наш телеграм-канал. Кстати, телеграм-каналу расскажу полезную историю сейчас. Вот здесь наш форум, ВК и Инстаграм. ВК и Инстаграм делать там, по-моему, по-большему нечего, так что решайте сами заходить. Вот наш сайтик, здесь выкладываю почти все видосы. Ну и много чего полезного здесь есть. Отсюда тоже можно зайти на форум. На сайте также указаны наши контакты. То есть вот наши контакты непосредственно и наши партнеры. Кто где есть. А дальше смотрим. Телеграм. Сюда заходим, все понятно. Там группа в Телеграме. И вот наш чудный форум. Заходим, смотрим, что у нас на форуме есть. На форуме у нас есть много чего полезного. 300 с чем-то человек даже зарегистрировано. О, отлично.
Даже кто-то что-то еще написал свежее, что я не отследил. Отзывы о хороших и плохих, значит, продавцах оборудования. Это уже даже интересно. Но это я уже потом прочитаю. Вот у нас 335 человек даже на форуме зарегистрировано. Так что всем добро пожаловать сюда заходить. Да, кстати, касаемо темы, которой, значит, обсуждали на группе на нашей замечательной. Так, стояночка, сейчас я переключусь опять сюда. Договорим, значит, сначала организационные такие вопросики маленькие, а потом приступим, собственно, к самому стриму. Надеюсь, народ уже немножко подтянется. Привет, Эдуард. С кем я еще не поздоровался, а со всеми остальными уже здоровался. Так, смотрите, что дальше у нас получается. Касаемо этой темы. Мы нашли в этом долбанном Фиате, в чем проблема. Ну, это кто не в курсе, приветствую, Денис. В канале Telegram, ну вот я ссылочку только что показывал, куда зайти, рассказывал машину, с которой мы мучаемся уже не первую неделю, которая то ездит, то не ездит, что-то вылазит вообще непонятное. Ну, в общем, историю я не знаю, решим об этом позже, сделаем на эту тему, может быть, загадку тоже, которых у нас давно не было. Я думаю, многим будет интересно. Вот, ну, опять же, те, кто уже на Телеграме присутствуют у нас в чатике в том, тому будет немножко проще. Потому что они знают уже предзадачи, у них есть время подумать и предположить, где могла порыться собака. Вот. Соответственно, я думаю, что многим сие будет интересно. Ну, в общем-то, давайте, наверное, на самом деле сделаем загадку, но это уже не сегодня. Или сегодня вам загадку? Нет, давайте отдельную тему сделаем. Так, давайте сегодня все же пройдемся по нашей теме. Это у нас Автоком, он же Вовка, он же Delphi. Программные продукты разные, голова одна. Значит, сразу расскажу. Вот такой чудный, я их уже много поменял. Чтоб там не говорили про двухплатники, трехплатники, пятиплатники, еще какие-то варианты, скажу откровенно, сколько пользуюсь, были и двухплатники, и одноплатники, разницы по-большему не почувствовал. Единственная, которая разница есть по факту в них. Так. Обсуждаете, хорошую тему обсуждаете, как это сделать, я думаю, многим пригодится тоже. Значит, единственное, что был плохая партия, ходила в свое время очень дешевая, и там по фордам не было микросхемки одной чудной, которая работала с протоколами фордов. В остальном скажу, может быть, я как-то, ну, не знаю, не наткнулся на такие мега чудеса, но у меня еще затыков каких-то, что одноплатный делал, двухплатный нет, или наоборот, такого у меня, откровенно говоря, еще не было ни разу. Значит, сейчас пользуюсь вот такой вот чудной штучкой. Что в нем есть? В нем есть, значит, ну, на этом я остановился, уже у меня их несколько штук сгорело. Сейчас попался вот такой, купил по чудной ссылке, что там внизу под видосами у нас бывают. Значит, чем он мне понравился? Во-первых, такая вот кнопочка, уже, правда, батарейка там подсевшая. Видите, светодиод есть. То есть мы, когда его вставляем в УБД, который всунут непонятно куда, непонятно зачем и непонятно кем, в какой машине, очень помогает, чтобы не доставать фонарик, пимп, нажали и туда воткнули его. Вот, довольно удобная подсветка. Значит, что в нем еще есть? В нем есть, значит, отверстие волшебное для USB и есть волшебное место для флеш-карты, чтобы записывать живые данные. Ну, LiveData, оно же, показания. Жду видео на WhatsApp. Какое видео, на какой WhatsApp? Наверное, что-то пропустил. Ну ладно. Значит, там вообще обсуждаете что-то. Что куда копировать. В принципе, я это могу даже и показать по-большему, если хотите, прямо здесь. Давайте, может, на самом деле покажу, куда копировать надо, какие данные. Значит, смотрите, то есть LiveData этой флешкой я не пользовался. Я вам сейчас сам зайду, покажу, куда фирмвару надо копировать и где это что находится. Так, смотрите, что еще. Кнопка рек — это вот запись, то есть, грубо говоря, если надо, чтобы машинка покаталась без меня где-то, но с этим прибором, ставим флешку, никогда не делал, говорю откровенно, нажимаем рек,
и она поехала, записывает данные, которые можно потом выбранные посмотреть. Ну, не пользовался, честно говорю, никогда не пользовался ни разу, ну, просто не надо было. Значит, что я еще хочу сказать, в общем-то, при диагностике я пользуюсь всегда Bluetooth версией. Почему? Во-первых, у нас получается физическое разделение на электрическом уровне, значит, от машины, особенно если машинку мы делаем грузовую, автоком, Вовка, они могут работать также и с грузовым автотранспортом 24-вольтовками. Это на самом деле, я считаю, просто огромный подарок. Если бы еще на самом деле Ланч это умел делать, то ему бы вообще цены не было, если бы он тоже работал бы с грузовыми. А так, в общем-то, Вовка его Delphi и Автоком немножко побеждают. Значит, что еще хорошего в нем есть? Ну, понятное дело, проводочки, во всяком случае, грузовые однозначно стоит сразу взять. Вот, ну, вот такая вот картинка, потому что потом их докупать будет у себя дороже. Так, давайте-ка посмотрим, где у нас, что там лежит из драйверков из этих. Сейчас я открою, значит, тик, рабочий стол, автосики у меня. И где лежит Delphi Diagnostics Program Files. Program Files. Program Files. Delphi Диагностика. Так, давайте я вам переключу сюда. Оба-на. Переключаемся сюда. Смотрите, вот, значит, они лежат в папке, ну, у кого какая, понятное дело. И вот, смотрите, заходим, значит, в Delphi Diagnostic. Если Автоком, тоже по легковым и грузовым будут свои папки. Ну, в принципе, можете сами по-большему выбирать, куда их воткнуть, но это уже больше ваше право. Так, у меня тоже так пишет программа Can HB Renault Scenic 2. Тянуть, потерять Google Translate. Это норм. Так, лаунч работает с грузовыми через понижающий адаптер, даже свисток. Об этом, кстати, интересно поговорить, потому что у меня ни грузовых машин, ничего нету в ланче. Было бы очень интересно. Ну так вот, смотрите. Заходим, значит, в папку, и вот у нас фирмвары. Вот, собственно говоря, сами эти, скажем так, куски прошивки, которые должны быть идентичны. И в Вовке, там тоже есть папка своя по этому самому, по фирмварям, и здесь. Ну и, соответственно, желательно и драйвера вообще подложить, хотя драйвера оно каждый раз не лезет. Ну, соответственно, и в грузовую часть зайдем сейчас, вот она у нас, тоже, видите, папка есть фирмвары. Вот здесь она у нас и лежит. Так, вернемся опять на меня. И просто с одной папки скопировать и в одном, и в другом. И тогда по результату у вас получается, что одна и та же голова будет видеться в настройках и Автокома, и Вовки, и Delphi, и всего, чего только пожелаете. Вот, привет, мистер технологист тоже. Так, сейчас еще посмотрим. У меня где-то. Сейчас заодно постараюсь, не помню, Вовка у меня стоит. Да, по-моему, стоял Вовка. Сейчас я покажу. Так-то Вовка ЦИС. Кстати, неплохие очень схемы по грузовым. Просто респект и уважуха им. Хотя и такая вот незначительная, но как с собой очень даже ничего. Так, и вот наш Вов. Так, смотрите, я переключаю опять на рабочий стол. Вот наш Вов. А где в Вове оно положило драйвера? Прикольно. Так. А куда оно в Вове драйвера-то положило? Фирмварю. Или это я в грузовую Вову залез? Да, смею предположить, что залез в грузовую. Да, предполагаю, что все-таки залез в грузовую Вову. АЦ, вот, диагностик модуль, вот она, вот, нашел. Вот, видите, смотрите, Вов, АЦ диагностик модуль, заходим, так.
И вот у нас, грубо говоря, firmware. И вот те же самые файлики, которые должны лежать и там, и там, и там. Вот. Просто копируйте, чтобы одни и те же файлы лежали у вас и в Вове, и в Автокоме, и в Delphi. И тогда на одном компьютере, в общем-то, все это будет замечательно работать. Также для того, чтобы, ну, иногда некомфортно, у меня использование, для того, чтобы, комфортнее использовать, я вот такую чудную штуку поставил под... Так, стояночка, я не переключился. Вот он я. Грубо говоря, у меня стоит еще под VMware. Собственно говоря, те же Delphi. Я вам просто хочу показать, чем отличаются два Вовы. 5008 и 4.15.3. Да, все правильно, Эльсар, надо фирмвар скопировать. Все верно. Значит, запустим оба Вовы этих. И заодно, ну, давайте трак. Ладно, давайте по очереди все, не будем спешить. Вот 4.15 версия, там обновление еще целая куча есть. Так, вот 5.08, они обе у меня запустились, одну перекрывает. Вот, значит, смотрите, это версия 5.08, что в ней? Сразу выбираем, какой автосик. Лазить, перебирать, какие машины есть, какие нет, я, пожалуй, не стану. И так все понятно, в общем-то, по-большему. Ну, как видите, вон даже УАЗики есть. Вот, УАЗики, выбираем какого года, например, 15-го. И выбираем коммерческие машинки. И смотрим, что у нас из коммерческих есть. Карго грузовые. И пикапы. Не, это модели УАЗиков. Что-то я слабоват по ним. Так, если у нас здесь грузовые. Мне самому интересно, я просто этой версией не пользуюсь. Как видите, здесь у нас исключительно вот манов, я смотрю, нету. Значит, у нас здесь исключительно легковой автотранспорт получается, то есть 12-вольтовки 5.08. Я честно скажу, я просто этой версией вообще не пользуюсь, которая 5.08. Она хоть кажется более новая, но функционально она более бедная в моем понимании. Да, вот эта версия, которая 4.15.3. Как видите, здесь и грузовые есть, и легковые, по-моему, были. Вот, видите, MAN, допустим, есть. Кстати, по практике скажу, маны грузовые почему-то не читаются, да, а надо выбирать как автобус. Вот такой вот у них прикол. Ну и вот выбираете, какая машинка вам дальше надо. Опять же, да, правильно было подмечено, в Вове есть плюс, что здесь есть схемы. Это на самом деле, можно сказать, ну, грубо говоря, и совсем по-русски, автодата для, в общем-то, в простом варианте таком, на русском языке. Так, развернуть только, наверное, не получится сейчас на весь экран. Да, оно у меня, к сожалению, не влазит. А вот здесь вот снизу еще схемы есть, закладка. Ну ладно, с Вовой все понятно. Давайте вот грузовые и легковые. Отдельно автосики у нас здесь. Приветствую, Эльсар, по-моему, уже здоровались, ну ладно, поздороваемся еще раз. Вот я их тоже две запустил, вот у нас они открываются. Хотя, наверное, по-большему сделаем проще. Здесь мы их откроем, наверное, просто на рабочем столе. Оно и быстрее работать будет, чем через VMware. Так, и будет больше экран виден. Мне так кажется. Так, открывается. Приветствую, Рустам, тоже. Так, вот она у нас открылась. Переключаюсь обратно на рабочий стол, чтобы вам видеть, что происходит. Вот, собственно, по-большему и сама программка. Там, как помните, все было в одном окне. Сначала там выбираем одно, другое, третье. Здесь раскидана у нас отдельно программа по легковым
и отдельно по грузовым. Значит, ну вот это я DCI премиум осмотрел, Renault. Тоже надо загадку сделать, будет интересная вообще задача была. О, спасибо за донат, спасибо, Автофройнд. Так, для своей цены это просто суперсканер. Абсолютно верно сказано. Для своей цены на самом деле считаю, что это, ну, можно сказать, подарок. Потому что, грубо говоря, сколько он у китайцев, по-моему, если без кабелей смотреть, ну, по ценам, без кабелей он 35 долларов, по-моему, стоил. Ну, буду говорить уже в общей валюте известной, чтобы всем понятно было. Вот. Как бы это меньше, чем, ну, цена диагностики одной грузовой, в общем-то. Да, конечно, Александр, это не идеальная вещь. Понятное дело, что универсальный какой-то тест, сканер этот, он будет намного хуже, чем который предназначен конкретно для какого-то бренда. Это понятно, тут даже по-большему спорить нечего, потому что, в общем-то, так оно и есть. Какой-то сканер, я его в свое время, в общем-то, скажу откровенно, брал, как это был один из моих первых сканеров. И потом он у меня, в общем-то, тоже лежит для таких целей, когда машина какая-то едет нечасто, ради нее смысла покупать ее родной сканер не вижу абсолютно никакого. Вот, допустим, Delphic ее покрывает отлично. Поэтому я считаю, что, в общем-то, его по-любому надо иметь, чтобы он был по наличию. Потому что, в общем-то, с его помощью можно делать некоторые автосики, которые, ну, ради которых покупать оборудование желания нет абсолютно. Поначалу у меня Мерсы, например, вообще не шли, а выложить по тому времени косарь зеленых за тот же Star, ну, меня, откровенно говоря, немного жаба душила, да и отбивался бы он холера знает сколько, поэтому, понятное дело, пользовался этим. Как диагностика для тех же Мерсов, он просто на ура, и мне кажется, иногда он даже ланч переплевывает. Вот такая вот картина. Так, приветствую, Юра. Лаунч ТДП 300, АП полный обхват, один в поле не воин. Понятное дело, да, как я уже говорил и буду говорить много раз и повторять много раз буду, универсального сканера не существует. Оборудования много никогда не бывает. Даже если у них какие-то пересекаются позиции, один может эту позицию делать лучше, один делать хуже, а по другой какой-то позиции тот делать лучше, а этот делать хуже. Поэтому мне кажется, что, ну, универсального ничего не бывает. Одно просто дополняет другое. По ланчу, кстати, мне кажется, тоже неплохо было бы сделать обзорчик такой, но он больше диагностика. Тоже, в принципе, чтобы не делать две подряд, в следующее голосование я уже вносить не буду ланча, а через какое-то время сделаем опять ланча. Так, сканматик, ну да, сканматик это святое дело. По сканматику, скажу откровенно, сканматик это было первое оборудование, которое я купил официальное, то есть не отлом китайский. В общем-то, и не жалею об этом. Абсолютно не жалею. Ну, по оборудованию у нас вроде как, судя по всему, по-большему народ голосует за оборудование, выбор. Сейчас посмотрим, переключимся, что у нас там на следующее идет, на следующий стрим голосование. Кстати, тоже голосуйте, заходите сюда. Ну да, как выбрать правильное оборудование. Вот уже у нас 4 человека проголосовало. И пока большинство за это голосует. Поэтому, в общем-то, голосуйте тоже. Если интересно, следующий стрим сделаем по выбору оборудования. Какое лучше взять, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. По поводу Delphic. Отломы там так называемые и же с ними, в общем-то, если брать у китайцев сам прибор, то там это есть. По версиям, да, немаловажно пройтись по версиям, мне кажется. Как видите, у меня стоит везде 14 версия. По практике скажу, 13 мне показалось не совсем... Стоп, я же не переключился вам, вы же не видите то, что я делаю. Повторюсь еще раз, вот у меня и здесь 14 версия, и здесь 14 версия стоит. В принципе, неплохой еще третий релиз на 14 версию. Ну, я поставил первый релиз, потому что, в принципе, он все практически охватывает по этим машинкам. 15 версия, мне кажется, не такая
подробная, там были с фирмварией проблемы какие-то, не все версии автокомов, ну, Delphi, там без разницы, уже будем как-то автоком называть-то, коробочку, работали корректно, фирмварии 15 версии, а 16 версия, которую я делал в свое время обзор, там, в принципе, можете на канале поискать, она также там присутствует, ну, честно говоря, тогда она меня очень сильно заинтересовала. Ссылка, кстати, там тоже выложена, где-то на канале у нас есть, где обзор этой 16 версии был. Но скажу вам откровенно, где-то ну, недели-две попользовавшись, я пришел к выводу, что 16 версия это ну, такой дикий трешак. Там, да, заявлены и некоторые машины, которых по факту не было ни в 14 версии, ни в 13, но они не работают, они там просто заявлены. То есть пытаешься с ними соединиться, она говорит, идите лесом, идите лесом. По факту ни хрена не работает. Так, что докупают марочные отломы, я не исключение. Все приходят к тому... Нет, 16 версия, я только что Эльсар говорил, меня не зацепила абсолютно. Она медленная, она не так ровно показывает... О, блин, нифига себе, потеть начал. Не так ровно показывает живые данные 16 версия. И, в принципе, те машины, которые там добавили, они коннектятся не как положено там к родному блоку управления, а то же самое, что здесь нажать вот UDB. Кстати, подскажу, если вдруг кто-то не в курсе, то если какой-то машины нету и даже она вдруг есть, но у вас не соединяется, попробуйте нажать вот такую волшебную штуку, как EOBD. Она просто будет перебирать все протоколы. Конечно, информацию, ну сейчас она будет ломиться, нифига не получит. Я ж не показал вам, блин, опять, извините, переключаюсь. Вот, значит, смотрите, стоять не то. Я уже здесь нажал. Вот это EOBD кнопочка. Нажимаете и хлобысь. И вот она пытается перебрать все протоколы, обламывает. А по факту, если, как я и говорю, нету, допустим, того же блока управления, если он, допустим, заявлен, не получается соединиться, ну, варианты различные бывают, то по факту, хоть какие-то данные здесь получить можно, потому что вот, пусть не такие подробные, но хоть что-то выцепить из этой машины, которая скрывает и жадничает своих данных, в общем-то можно. Так, видите, пытается зайти в настройки и сказать «отдай мое оборудование». Да, кстати, в 16 версии нету вот такой вот чудной... Так, я переключился, не переключился. Не, рабочий стол, все отлично. Смотрите, в 16 версии нету вот такой вот чудной кнопочки. Нет, итак, сейчас я нажму тоже. Смотрите, то есть, допустим, мы выбираем какой-то автосик, ну, допустим, Кангу 8-го года. Видите, все системы мы нажимаем и можем нажать вот эту кнопку. Вот эту, видите, тогда она пройдет по всем системам, которые есть в машине. И блок управления двигателей, тормозная, в общем, все, что она знает. Иногда это удобно, когда необходимо сделать сначала полный обзор по машинке, такой вот поверхностный, скажем так, перед тем, как начинать лезть во все блоки управления, искать, где что есть. Во всяком случае, она найдет, какие блоки установлены на этом автосике, и оно, мне кажется, ну, поможет. А в 16 версии вот эта кнопочка... облом, она не работает. Ну, понятное дело, выбираете, допустим, какой-то мотор, диагностика, коробка, и вот так вот зайти в отдельный блок. Как видите, для того, чтобы все блоки сделать, надо нажать все блоки и вот эту пимпку нажать. Но, как я уже говорил, в 16 версии этого нет тоже. А иногда, на самом деле, когда приезжает машинка какая-то на общую диагностику, оно, ну, было бы неплохо. Да, Павел, абсолютно верно. Ну, мне кажется, тоже. С тобой абсолютно солидарен. 14 версия, мне кажется, наиболее стабильная, наиболее нормально рабочая. Потому что, в общем-то, я на ней тоже остановился. У меня, как видите, она есть и в VMware стоит на всякий случай. Ну, мало ли, если эта версия заглючит, что-то с ней произойдет не то, то оттуда я всегда могу выдрать ее и тоже запустить. Иногда бывает, там или Windows переставил, или что-то такое. Быстро надо подключиться, поэтому на VMware я держу тоже образ ее.
Второе сверху. Видишь, где стоит разъем. Второе сверху. Окошко, второе сверху, это где? Так. Слева, второе сверху. Вот это. О, кстати, да. Вот. И нарисовано, где расположен диагностический разъем. А заодно вот так вот. А тут у нас чего? А, вот. Коды неисправности, удалить, список данных, регулировать, активация компонента. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну вот, да, кстати. И нарисовано, где диагностический разъем. И можно посмотреть. Вот видите, оно полностью к нему подводит. Да, на самом деле довольно удобно. Кстати, скажу откровенно, ни разу не пользовался. Дизель Макс лицензию. WoW у меня все активации есть. В принципе, где взять активашку? Я, наверное, выложу ее на форуме у нас. Где ее брал, я уже не помню. Но я думаю, многим будет интересно. О, прикольно. Это какие у нас вольвочки есть здесь. Да, поднимемся наверх. Кстати, можно вот автосики по вину пробить. Вот сюда забить вин номер. Видите, и оно само найдет, какая машина по этому вину соответствует, ну и так далее. А вот эта вот штука у нас как раз и есть воспроизвести то, что было на флешке. Ну, как видите, у нас флешки нету этой, про которую я вам в самом начале рассказывал. Вот, на Delphi лицензия Diesel Max. Так, ну-ка, а где это? Если честно, тоже не делал. Демонстрация. Во, лицензия. А ну-ка, что там? Нет лицензии Turbocharger. Ну и все. Нету у меня, значит, Дизель Макса. Нету. Стоп, это мы сейчас в этом. Здесь. В грузовых. Так, лицензия. О, гляньте, у меня нету ее. Ну, тоже неплохо. Надо будет посмотреть. Честно скажу, не активировал ее. Я даже про нее и не думал. Кстати, хорошая тема. Чержер не знаю. А вот Дизель Макс в Вове у меня активирована. Да, довольно полезная вещь. Наверное, надо все-таки ее тоже активировать будет. Хорошая идея. Спасибо, кстати, огромное спасибо. Та лицензия дает эти самые, как их называют, господи, ну, дополнительные функции, которые будут там. Я так предполагаю, что по дизелю оно, наверное, расскажет заодно, может быть, прописка форсунок должна где-то появиться, или какие-то данные будут, ну, мне так кажется. Точно я не скажу, потому что, как видите, у меня и нету. Вот такая картинка. Ну, закладки понятно, документы, язык, установка оборудования. В общем-то, наверное, и все, что в них есть. Ну, ЕОБД я говорил. Когда подключен аккумулятор, здесь, значит, у нас горит, когда она подключена. Да, еще хотел рассказать, в моей версии, если он горит просто светодиоды белого цвета, вот здесь вот площадочка, давайте я переподключусь, чтобы вам виднее было то, что я сейчас рассказываю. Вот камера. Вот здесь вот, если горит белый цвет, это говорит о том, что питание на него приходит. Если мигает красный цвет, значит, это говорит о том, что у автомобиля подсевший немного аккумулятор, либо севший. Если зеленый синим мигает, значит, непосредственно происходит диагностика. Оно по Bluetooth очень удобно. Бывает, нажимаешь диагностика, оно все время горит белым. Это говорит о том, что сам прибор с ноутбукой и блюпупой не подружился, не связался. Так, киты могут гипсом залепить все внутри. Ну да, китайцы такие. Так, в принципе... О, кстати, точно, молодцы. Сейчас, Павел, притащу лабораторник, попробую.
Вот он я. Вот мой чудный лабораторник, который остался еще с долгих-долгих лет. Когда-то давно, когда еще ремонтировал телефоны, и, как ни странно, до сих пор не сдох. Хотя, скажу откровенно, иногда мне его вольтности не хватает. Какой вольтности нафиг? Ну, в принципе, вольтности 24 вольт у него нету. Иногда этого мне не хватает. Было бы неплохо. Вот, собственно говоря, я подрубил белый цвет. Сейчас 12 вольт у нас, да? Так, а вот это я уже 10 вольт сделал, видите? О, это он уже начинает желтеньким мигать у нас. Ой, то есть кем желтеньким? Красненьким. То вот, не знаю, оно отражается, кажется, что синий, на самом деле это вот белый. Немножко полутона дают, и вот красный мигает, как видите. Как видите, то, что аккумулятора не хватает. Сейчас я подниму напряжение. Вот так. И сейчас зайдем в саму диагностику. Так. Ну, давайте попробуем зайти в какой-то блок. Вот нажимаю «Зайти». И чего он? О, видите, замигал. Красный синим. Ну, правда, он не нашелся у меня. Понятное дело, автосика тут нету, где я подключаюсь. Сейчас кого-нибудь другого попробуем присоединить. Но давайте по EOBD нажму. Вот он у нас пытаться сейчас будет подружиться. Вот, видите, зеленый синим начинает мигать. Вот она, наша радость. Пытается соединиться. О, кстати, давайте-ка я переподключусь сюда на разные протоколы, чтобы вы видели, что у нас происходит сейчас на экране. Вот, она перебирает различные протоколы обмена данными и мигает зеленое с синим. Пытается подружиться, щелкает релюхами, ну и, понятное дело, обламывается по результату. Так, возвращаемся обратно. Чик на рабочий стол. Вот она у нас синенькая сейчас горит. Опять же, смотрите, горит синенькая. Я снизил напряжение до 9-10 вольт. И она начала мигать красненьким. То есть сообщает о том, что ай-яй-яй, говорит. Нету нужного напряжения. Вот такой вот чудный прибор. Так. Форс адаптация на современных авто. Не стоит рисковать делать делфиком. Да, абсолютно верно. Не стоит. Лучше все-таки на современных что-то из брендового использовать. То, что для них заточено. Дроссельки, да, все верно, Павел отвечает. Кстати. Так, Delphi был самым первым моим прибором. А у меня ELM 327, старый добрый. Про него, кстати, скоро, в ближайшее время расскажу некоторую полезную информацию. Я думаю, будет многим интересно. Так, Delphi был самым первым. Так, до сих пор Delphi для быстроскан. Да, кстати, да. Ну, я с собой ланч таскаю и Delphi почти постоянно. Они у меня вот вдвоем катаются в сумке, даже когда я не еду делать никакие машины никуда. Так, Bluetooth, да, делать Bluetooth. Там плату надо ставить, версию без Bluetooth. И по результату она, откровенно говоря, станет дороже, чем сразу Bluetooth купить. Так, модуль докупать нужно, да, прошивать. Это без проблем. Ну да, но опять же я говорю, при цене Bluetooth Delphi в 35 там, долларов, ну, мне кажется, не стоит экономить те же 5 долларов на этом Bluetooth, а по результату. Так, Эльсар, следующий стрим у нас будет такой, какой мы выберем. Показываю, значит, еще раз, где голосовать за следующий стрим. Вот, значит, наш рабочий стол. Заходим на канал. Вот у нас есть главная закладка на канале, да, видите? Есть закладка «Сообщество». Вот она. Нажимаем «Сообщество». Спускаемся чуть ниже и смотрим. Вот у нас написано «Голосование за следующий стрим». И выбираем, какая из тем была бы наиболее интересна.
Вот, можно писать свои комменты также, можно свою тему выдвигать, допустим, свой вариант нажимаем и свою тему выбираем в комментах здесь внизу. Если ее вдруг нету здесь. Если она здесь есть в списке, то, соответственно, ее нажимаем и выбираем. То есть вот у нас был сейчас там TL и так далее. Общие вопросы и свой вариант пишем в комментах. Вот, после стрима заходим сюда и голосуем. И голосуем, голосуем. Вот так вот. Так, еще народ что-то написал. 30 с Bluetooth. Ну да, так может и 30 уже. Я, честно говоря, не мониторю цены. Кстати, блин, вот реально, если бы Delphica под андроида сделали, цены бы не было. Вот просто реально. Это было бы просто божественно. Это, ну... Кстати, некоторые под Android уже мощные программы сделали. Об этом будем тоже скоро разговаривать. Я думаю, многим будет это интересно. Чтобы не таскать ноутбук с собой, было бы реально круто. Это было бы реально круто. Я, кстати, в свое время не за 110 покупал, а что-то в районе 400 за него отдал у тех же китайцев. Было время, правда, брал со всеми кабелями. Кстати, сразу скажу, на кабелях, на грузовых кабелях точно никогда не экономьте. Кстати, да, немаловажно, некоторые кабеля не взаимозаменяемые. То есть, о чем я сейчас говорю. Кабеля от Автокома, допустим, с тем же... Да, в принципе, с другими некоторыми боксами не работают. Например, для Автокома неплохо тоже по кабелям, если интересно, я сделаю, в общем-то, какую-то тему, видосик заточим, где я расскажу, допустим, мерсовский, этот круглый 17-пиновый, по любасику надо переделывать кабель, там вешать надо перемычку, на кабель, который на Ивеку переделывать надо, в общем-то, куча нюансов. Не так много, но они есть. Кабеля надо доделывать. Если интересно, я на нашем форуме выложу реально распиновку этих всех кабелей, которые, в общем-то, если покупаете кабеля, неплохо было бы проверять. И проверять, прозванивать каждый провод, чтобы все было нормально. Потому что, как я уже говорил, например... Если автокомовские кабеля в тексу сунуть, тексу можно увалить. Там стоят такие полевые транзисторы, которые, в общем-то, на ура выгорают. В общем-то, распиновка не соответствует. Собственно, то же самое и старую нельзя совать, автокомовские кабеля. И, ну, короче говоря, есть куча нюансов, где замена именно кабелей не универсальные. Ну, для каждой коробки надо свои. С ланчем тоже. Ланчевские кабеля с автокомом не дружат. Да целая куча кабелей, которые, ну, есть нюансы, по которым они заменяются. Поэтому у меня, в общем-то, благо недорого достался ланчевский комплект. Я в свое время пробовал, не мог понять. Один комплект кабелей возил с собой. И почему... не хотели дружиться, думал, что все-таки с оборудованием что-то не то. А по факту потом сел с тестером, прозвонился и понял, что далеко не все кабеля хорошо заменяются. Я бы сказал даже, что они вообще не заменяются. Поэтому к этому следует относиться... О, видите, мигает красным, потому что у меня 10 вольт. Видите, он не постоянно мигает. Чем ниже напряжение, тем чаще он мигает этим красным. Вот. Значит, так, заранее с легким паром, автофренд, когда вернешься. Так, продолжим. Что у нас еще? Что у нас еще тут интересного? Можно про них рассказать. Стояночка. Так, у меня, по-моему, Вовка есть установленный же не на образе диска, а здесь. Сейчас попробую его запустить. Может, вам еще и Вовку тогда покажу. Так, кажись, есть. Или нету? Не, у меня 5007, 5008 стоит. Тоска, печаль. Тоска, печаль. В нем интересного мы ничего не найдем. Блин, как я раздосадован. Хотел вам показать еще этого Вовку. Не покажу. Вот, к сожалению, не покажу. Хотел 4.15 эту третью версию показать. Думал, что она у меня установлена. К сожалению, блин, нифига себе, что-то в под кидает.
Сегодня погода творится вообще, что... Вова, разворачивай и показывай, как подключать правильно и настроить Bluetooth. Вове, в принципе, Вове. Я думаю, сделаем отдельную тему по Вовке. Да, там были нюансы. Там снипер плюс есть, снипер обычный назвали его. Там нету автокома Delphi. То есть они дали свое название, но Вовки у меня, к сожалению, нету. Хотя стоп, сейчас я с образа попробую эту запустить, которая у меня в образе была. Так, сейчас, секундочку. Сейчас я вам покажу, как это делать. Что там у нас было. Так, VMware. Каждой твари по VMware. Так, только смотрите, я не знаю, у меня есть легкое подозрение, что она может обрубиться и перехватить. Как я говорил уже по Bluetooth, чем хорошо с грузовыми, тем, что мы имеем постоянную физическую развязку от самого автосика. Так, ну вот 4.15.3 версия. Я запущу ее. Так, надеюсь, она видна будет. Сейчас я переключусь сюда. На рабочий стол. На рабочий стол. Так, ЕОБД. Вот наши настроечки. Вот, смотрите. Заходим. Значит, вот у нас есть диагностика. У нас и в ЕОБД, и в блок диагностики надо везде выбрать правильный прибор. Вот выбираем выводы. И вот Snooper плюс Bluetooth выбираем. И, соответственно, выбираем, где он подключен. И, соответственно, то же самое у нас должно быть в ЕОБД. Тоже должен быть... Так, а здесь у нас вот как раз Snooper обычный, потому что через ЕОБД ему как бы в этом плане немножко проще. Ну, главное, 4-й компорт у меня настроен по Bluetooth, чтобы он коннектился. И, соответственно, вот она и есть. Так, да, это стрим, мастерская Вольт Авто, приветствую. Это стрим, это не запись, это стрим. Вот, значит, такое вот чудо по настроечкам. Все-таки, блин, мне что-то так хочется показать. Сейчас, давайте попробую все-таки запустить эту чудную. Я хочу вам схемы показать, просто ужас как хочу и все тут. Ну, давайте Volkswagen, какой-нибудь бензинового, он точно будет схема. Ну, давайте 4-го. О, 5-й Гольф точно должна быть схема. 1.6 БГУ. Мне кажется, она просто обязана быть. Откроем, зайдем. Вот, единицы работ, собака. А вот, технические данные. Вот, смотрите, короче, заходим в технические данные и электросхемы. Что нам надо? Нам надо менеджмент двигателя, например. Открываем, и вот вам, считайте, по сути, можно крупнее сделать увеличение. Здесь у меня, к сожалению, все на экран не влазит. По причине того, что это через VMware, и если я разверну на весь экран, то это изображение у вас, ну, реально просто пропадет. Привет, Пеля, приветствую, и привет, Мирбек тоже. Так. Значит, вот, по сути у нас получается автоком на русском языке. Некоторым, в общем-то, довольно полезно будет, если лень разбираться с английским языком. Вот такая вот чудная. Ладно, давайте и про кабеля. Пошло так пошло уже. Сейчас притащу кабеля, вам еще покажу. Так, пока любуйтесь на эту картинку. Такой вот чудный чемодан с кабеляками. Бум! А вот и я. Заждались, да?
Сейчас переключусь на себя. О, всем привет. Так, этот стационарный блок воспитания мы убираем. И вот такой вот чудный набор кабелей. Кабелюки, говорю сразу, здесь не все у меня. Здесь самые ходовые. Вот такая вот картина. Ну, это, понятное дело, на старые пыжики. Кабель сразу был рабочий, по нему проблем не было. Это у нас по ману, по грузовым. Надо кабель постоянный. Это у нас по старым реношкам и по грузовым реношкам. По грузовым реношкам, говорю сразу, надо делать перемычку. Поэтому рекомендую использовать два кабеля. Один для грузовых реношек, один для старых легковых. Так. Угу. Раньше слышал, что у универсального сканера при удалении ошибок на Рено есть проблема. Так ли это? Есть. Только не на Рено, а на Citroёn и на Peugeot. Да, есть такая вещь. И даже видео есть. А вот, кстати, мой второй кабель. Один для грузовых, второй для легковых. В одном есть перемычка, в другом нету. Вот такая вот картина. Знаете, как отличить? Вот. Разницу видите в двух кабелях? В одном один пин есть, в другом этого пина нету. Вот такая вещь. Собственно говоря, так я их и отличаю. Ну, это понятное дело. Тоже МАН. 37 пинов. Угу. Это у нас тоже для грузовых. Ой, ну на самом деле, вот этот кабель у меня очень давно достался. Вот, я его как-то никуда не деваю. Это для старых вагов. В свое время ни у кого их не было. По результату у меня он появился. Это вот для чудных стареньких опелей. Ох, сколько людей в такой кабель навсовало, помнится, эти самые... Вместо ОБД разъема пытались туда сунуть. Что туда только не пытались сунуть. Вот, это, по-моему, по вольвочкам. Если честно, он у меня ни разу не работал. Это для старых вольв. Это уже ланчевский кабель пошел. Вот это очень нужная тема, переходник. Потому что не везде есть специальные. Так, здесь у нас ланчевские кабеля пошли. Так, это... Удлинитель мой замечательный. Это ланчевские кабеля. Это ланч. Видите, я их уже наизусть даже знаю, где кто у меня. Ладно, на самом деле фантазировать не буду. У меня тут просто, два отсека. Видите, в одном ланчевские, а вот в этом автокомовские. Собственно, вот так я их разделил. Иногда, конечно, они путаются, но я их так знаю. Это вот для старых BMW кабелек. Кстати, в нем тоже надо делать перемычку одну. Я вам уже рассказывал, чтобы BMW скан заработал нормально. Вот этот тоже у нас кабелек. Это ланч сюда переселился бессовестно. Это тоже ланчевские. Ну и все, там остались ланчевские. Как я уже говорил ранее, с собой я все кабеля не тягаю. Это самые необходимые, которые, в общем-то, чаще всего нужны. Остальные с собой тягать смысла нет. Ну как с собой, то есть дом держать. Остальные на станции, потому что это могут вечером позвонить еще когда-то, когда это все понадобится. Для Вольф у меня вообще есть свой сканер Nexik, даже 2 штуки. Один, кстати, продаю, если кому-то надо, по китайской цене отдам. Так, Citroёn Peugeot, по Citroёn Peugeot 3007, например, в Лексии я не нашел старый. Поэтому. И 81 Сириус, точнее, не 32, а 81 мистер технологист она убивает. 32-м там свои нюансы. И EDC 15, кстати, Citroёn Peugeot блок тоже, когда от 3 ошибки вылазят свои нюансы. Опять же, автокомом крайне нежелательно тереть ошибки, либо делать какие-то нюансы на альфе. На альфах, на фиатах. Почему? Иногда вылазит ошибка фонического колеса, так называемая. Я про эту ошибку уже рассказывал. В общем-то, можете найти
На канале есть тема про фоническое колесо, так называемое. Долго догоняли, что за ошибка. Ошибка, которая не терлась абсолютно ничем. После того, как, я уже не помню, честно говоря, что делали, по-моему, ошибки чем-то стерли, вылезла на фиате ошибка фонического колеса. В принципе, видео по этой теме можете найти на канале. Я думаю, в общем-то, не возникнет сложностей. Там и написано, как выйти из этой ошибки фонического колеса. Вот такая вот картина была. Поэтому с автокомом, как, собственно, и со всеми остальными универсальными сканерами, очень осторожно относитесь. Ошибки почитать это одно, а стирать ошибки, делать какие-то адаптации, конфигурации я бы крайне не рекомендовал все-таки универсальными сканерами, потому что чтобы вот, чревато. Опять же, про Sirius, про это EDC-15 блок я уже рассказывал на канале, что и мы восстанавливали, рассказывал, как их можно восстановить. Так что я думаю, если будет особое желание, найдете информацию. Если не найдете, Viber, WhatsApp, в общем-то, знаете, где найти, там телефоны и все прочее. Да, по сканматику, он мне не только OpenPort заменяет, сканматик мне заменяет и форсканом, я с ним пользуюсь. И иногда удобно брать, чтобы не тягать с собой, например, тот же, о господи, как его... Консалт, да, в принципе, много чего. Тоже на Техстри, тоже тойотовский его использую. Еще на несколько вещей, сканматик, да. Если интересно, не следующую, а там через тему, через две сделаем обзор по сканматику. А у меня второй тоже официальный, так что я думаю, может быть, кому-то будет интересно, расскажу про него. Вот, в принципе, наверное... Что еще можно сказать? Давайте я пока буду что-то еще рассказывать, а вы пишите вопросы, вот там вот свои, вот там задавайте. Думаю, что-то расскажу еще вам интересного, то, что спрашиваете. Наверное, уже перейдем немножко к вольной теме вопросов, потому что, ну и, конечно, спрашивайте про автоком, если у вас какие-то вопросы есть. Буду рад на ваши вопросы ответить. Кто не успеет спросить сейчас на стриме, внизу спрашивайте под видео, тоже поотвечаю. Ну, я пока не закрываю, конечно, стрим. Да, с консалтом Scanmatic работает. Scanmatic работает... С клипом не получилось его подружить, хотя там кто-то что-то писал подобное. Scanmatic можно VAZ5054 использовать через пастру. Можно использовать как DAS мерседесовский также. Можно с флешерами с некоторыми использовать. Там единственное, для некоторых боксов надо делать некоторые доработки, но в принципе на сайте у производителей все это подробно описано. Так что, если вам интересна тема про Scanmatic, я, как уже говорил, сделаю голосование через стрим, можете выбрать Scanmatic, так что по нему тоже пройдемся. Так, Scanmatic работает так, по чесноку только вазы им шатаю, а так хватает быстроскан Delphic. Так, ну что сказать. По сканматику. У нас раньше не было такого потока с заводов бывшего совка. Вот сейчас пошло много газонов, пошло много уазиков, пошли эти весты, в общем, вазы. Я этого, честно говоря, не ожидал. В общем-то, сейчас жигуляторы у нас творят чудеса с коммерческой точки зрения. Хотя про это тоже стоит отдельные видосы запилить, как они сигналки ставят, как они, калечники иногда выходят. Но относительно, в общем-то, к жигуляторам у меня положительное отношение более-менее. Потому что вот, приходилось иметь отношения с разными официалами. Ну, с представителями АвтоВАЗа у меня, в общем-то, более адекватные люди там обитают. Я никого не рекламирую, никого не говню, но как бы по факту получается такая картина. Так, привет, Ферум Вуд. Так, автоком редко, но удобно. Конечно, хочу Scanmatic посмотреть, когда будет видео по диагностике коншины. Будет, сделаем обязательно.
Автоком для Toyota неплохо относительно, смотря что хотите сделать. Вообще скажу по практике, автоком, наверное, если брать машины, это где-то захватывает года более-менее адекватно с третьего, наверное, до года 12-13. Вот этот диапазон самый такой ходовой. Моложе что-то новое узнать тяжело, ну и старше, соответственно, тоже так себе. Вот. В принципе, основные данные по Тойотам, да, по Финикам можно посмотреть. По версиям, не знаю, врать не буду, так в принципе какая разница, отломы ж появились. Там зависит не от количества плат, а от длины серийного номера. Но, насколько я знаю, уже и пятерочки, и шестерочки, пятизначные, шестизначные уже, в общем-то, вроде как сделали. Вот, так что, в принципе, я не знаю, затыка под 16-ю версию, во всяком случае, ссылки, на которую я выкладывал, которую я не рекомендую ставить, там и пятизначные, и шестизначные номера уже присутствовали. По аутелу не созрел, не купил. Была мысль, но пока, в общем-то, я до него не дошел. Да, Scanmatic, кстати, было у меня... Ой, господи, как же ее-то... Део Матис... Не Матис, Део... Ланос был украинской сборки, по-моему. Там еще мозги были то январь, то кто-то... Уже сейчас не вспомню, это года полтора-два назад было. И да, в таком ее просто чудно потерял. Так, с автоком каждый раз требует обновиться. Можно отключить. Да, значит, сейчас я вам покажу, как это сделать. Так, сейчас одну минутку обождите. Так, стояночка, не туда зашел. Сейчас вырублю эту часть. Сейчас, секундочку. Так, рабочий стол. Заходим, значит, смотрите сюда, в настройки. Так, установки оборудования в автокоме. Вот, значит, смотрите, язык, это понятно, установка оборудования, это понятно, мастерская. Так, стойте, подождите, это где-то у нас в другом месте все-таки было. Так, или все-таки здесь. Где-то здесь было, так, установки оборудования. Сейчас, подождите минуту, я найду этот момент, потому что оно все-таки где-то было. И она постоянно ломилась. В этой версии у меня отключено. Обычно, вот если стоит вот здесь вот галочка, есть обновлять версии. Вот здесь вот. И было, по-моему, в подсказке. Вот, смотрите. Это самому проверить наличие обновления. А там была еще закладочка вот здесь вот. И она тоже искала обновочки. Было такое. Так, сделал обзор Scanmatic, у меня второй, думал, про что прикупить, и пока Java душу, думаю еще. У меня второй тоже стоит, у меня не прошлый, у меня обычный Scanmatic второй. В свое время тоже думал приобрести Pro, но, честно сказать, я что-то посидел, посравнивал, сделав переделки во втором, который рекомендуют производители. У меня, в общем-то, пропала необходимость покупать Pro. Поэтому, ну, честно говоря, даже не знаю. В общем-то, до Pro версии я так и не дорос. Так его и не купил. Ну, честно говоря, я просто не вижу смысла в нем. Вот такая вот картина. Да, кстати, общий обзор Scanmatic на канале я уже делал, найти можно. Но я думаю, все-таки было бы неплохо сделать стрим, потому что во время стрима вы задаете какие-то вопросы, я на них отвечаю. Когда я просто пилю видос делаю, то я где-то могу что-то упустить, о чем-то не сказать. Вот смотрите, по-большему. Делал даже обзор того же автокома, там сколько, минут 5-10 заняло. Я думал, что все рассказал, на самом деле не рассказал ничего. Сейчас вот люди столько задают вопросов, я, честно говоря, даже не успеваю на них отвечать. А уже стрим идет у нас чуть больше часа даже, замечаете, да, какая разница. И я думаю, вопросов еще много у вас, потому что автокомом будет, вот видите, опять же задаете, хотя уже иногда и другие темы.
Так, вы, кстати, да, не забывайте вот здесь вот писать, задавайте свои вопросики. Кто, кстати, будет стрим смотреть в записи, можете эти же вопросы позадавать свои потом. Я думаю, на них отвечу. Отвечаю практически на все вопросы, все комментарии под видосами. Ну, бывает крайне редко, когда я что-то упускаю, но это, ну, очень редко, так что стараюсь. Так, для программирования Резюк на скорость Канматики 2 не перепаивал. Нет, не перепаивал, но к этому почти созрел. Так, если хотите задонатить, сейчас я вам покажу, куда чего нажимать. Я бы, конечно, рекомендовал донатить, наверное, не через YouTube, потому что, во-первых, YouTube заберет процентов, во-вторых, заберут процентов еще наша добрая налоговая, которая скажет: ай-яй-яй, ай-яй-яй, нельзя таким быть. Смотрите, заходим о канале. И что мы там видим? Ничего мы там не видим. Вот видим, вот смотрите. Тут у нас такая есть классная тема, называется Тиндекс деньги, Яндекс деньги. Вот сюда можете положить, да, если хотите, буду рад. И вот здесь видите телефон для связи. Слишком быстро прокрутил. Сейчас верну назад. Вот телефон для связи. Для того, чтобы на него чего-нибудь положить, буду тоже благодарен премного. Смотрите, вот тут есть такая у нас ссылочка. Так, где она? Вот она. Видите, это вот заходим в сообщество, мотаем. У меня тут день варенья недавно был. Оплата МТС через карту, если, допустим, у вас на Яндекс не получается. Открываем. Номер телефона. Вот такой вот вводим. Вот такой вот, видите, да? И сумму это в белорусских рублях. Сразу скажу, 2 белорусских рубля это 1 американский доллар. Примерно так. Ну, e-mail, продолжить свою карточку, там выбираете, чем собираетесь совершить перевод и так далее. В общем-то, вот такая картина. Все есть в сообществе, все найти можно. Вот. Такая картина. Так, еще что-то, кто-то, что-то. Да, да, YouTube не забирает здесь проценты, за донаты дают, но забирает. Так, для адаптации АКПП уже на русском даже есть. Что-то я проворонил, подождите, какую-то тему на русском говорили. Так, тачстрим, да, ТИС тойотовский есть на русском, есть. Так, Delphi бывает, подвисает на корейцах, приходится перегружать, есть возможность исправить. Если честно, у меня бывает, он подвисает только по самому началу. И то это проблема, скорее всего, не корейцев, а связи с Bluetooth. Бывает, он заморачивается. Вот для этого мне очень сильно помогают эти светодиоды, про которые я говорил. Вот, когда они мигают зеленым и синим, когда они мигают зеленым и синим, я вижу, он обращается уже к нему или нет. Если он продолжает гореть белым цветом, то становится ясно, что просто проблема связи компьютера и самого блока. Так, блин, кто-то на телефон ломится. Сейчас, секунду, принесу. Вот, я вернулся. Наверное, заждались. Включил самолетик и нажал, кто-то звонил активно. Вот так, что там сказали. Delphi с Мерседесами как диагностика? Диагностика у них нормальная, по диагностике нормально. Никаких только адаптаций не рекомендую делать. И со стиранием ошибок тоже относиться довольно осторожно. Как я уже говорил, со всеми мультисканерами. Не все так красиво, как хотелось бы. Возможно, какие-то нюансы. Так,
Так. Тачстрим на русском где скачать. Delphi дружит с Мерседесом. Да, дружит в телеге. Ссылку, да. Кстати, как я уже говорил, заходите. Значит, смотрите, я покажу куда. Чик, сейчас переключусь. Рабочий стол. Оп. Заходим. Значит, сообщество понятно, где наше. Вот у нас, видите, Telegram. Вот такая вот чудная кнопочка есть. Эта чудная кнопочка говорит о том, что если ее нажать, то вы зайдете на наш канал в Телеграме. Там много людей общаются на всякие интересные темы. Единственное, говорю сразу, по иммобилайзерам на канале говорить нежелательно. Поэтому, если по иммобилайзерам, то ко мне в личку, к администратору. Ну и, соответственно, заходите на форум. Тоже, думаю, интересно будет. Вот. Посему вот так вот. Заходите, как я говорю, интересно, иногда беседы идут. Там уже некоторое время обсуждаем даже некоторые машинки. Кто-то не может найти причину, разобраться, а коллектив дружно помогает. В этом плане, мне кажется, нормально. Так. По пробегам. Пробег в авто. В некоторых читает, в некоторых нет. Сами прекрасно понимаете. Если где-то дублируется в других блоках пробег, например, если взять те же Toyota, да, там у нас пробег дублируется еще в коробках, то, соответственно, можно почитать в характеристиках. По BMW, допустим, брать, где пробег тоже дублируется практически везде, мне кажется, немного проблематично почитать, потому что он в этих блоках не видит, в некоторых блоках не видит, некоторых видит, некоторых не видит эти области данных, что касается пробега. Посему, конечно, родное, дилерское или отлом от дилерского оборудования более подробно расскажет вам по этим блокам. А Delphic, по некоторым скажет, по некоторым скажет. Конечно, понятное дело, любой мультик это до хрена всего и ни хрена толком, но все же он лучше, чем ничего вообще. Это понятное дело, поэтому я не говорю сейчас ни в коем случае про Delphi плохого, потому что, в общем-то, 2 диагностики сделал, он отбился. Это, мне кажется, это подарок. А тем более того чуда, которое он творит за свои деньги, это просто подарок. Это, можно сказать, что китайцы за вами бегают и говорят: возьми у нас денег, возьми у нас денег, возьми у нас денег. Понятное дело, что бегают клиенты уже потом за вами и просят, чтобы вы денег у них взяли. Но, в общем-то, скажем так, китайцы вам дают возможность заработать. Вот. Ссылка, кстати, есть там под видосом на эти делфики. Так, да, за $30 он слишком хорош, как я уже говорю. Это, реально подарок. По свежим машинам очень аккуратно все, очень аккуратно. Старайтесь не делать ничего лишнего. Как я уже говорил, если машины нету, но вы смотрите, что блок управления такой же, зайти почитать можно. Не старайтесь не стирать ошибок, старайтесь не делать глупости. Потому что по сути эти глупости вам потом вылезут боком. Вот, да, конечно, как я уже говорил, окупается он просто моментально. Это на самом деле просто подарок. Вот. Потому что, я говорю, сделал 2 диагностики, и уже он стал абсолютно бесплатным, и он начал приносить деньги. А найти 2 клиентов, мне кажется, даже по соседям пройтись, с мега скидками для соседей 3 диагностики, 3 соседям сделали. Так, Delphic. Кстати, да, по Delphic, помнится, забыл взять с собой Scanmatic, через который я использую ForScan. И что там у нас было, я уже не помню, какого-то форда я Delphic даже форсунки умудрился прописать. Вот такая картинка. На Mercedes, как я уже говорил, в Mercedes, в BMW, во французов,
Делфиком что-то делать в конфигурации не лезьте, не ищите себе приключений. Я не думаю, что вам нужны такого рода приключения, потому что, в общем-то, потом, чтобы эти машины оживить, если они к вам даже приехали своим ходом, вы полезете в BMW, в Mercedes, либо в Делфике, в французах что-то делать, вы потом будете решать, как завести эту машину, чтобы она от вас уехала, чтобы клиент, в общем-то, не побил. Ну или не предъявил что. Так, у тебя есть ОБД-тестер от Vani Injection. Рекомендую всем. Без него можно спалить из-за перекупов любой прибор. Нет, ОБД-тестера нету. Ну, кстати, интересная тема. Да, сейчас пошла, тем более, насколько я обращаю внимание на каналы установщиков сигналок, пошла очень активно всякая различная переполюсовочка на ОБД разъемах, где иногда вместо данных втыкают что-то питание и так далее, чтобы отомстить типа угонщикам, а по факту делают гадости СТОшкам, когда машина перестает заводиться, переходника этого чудного с собой нету у хозяина автоса, и по результату он имеет себе дар задницы. Вот так, мне кажется, Павел, больше ужасов в интернете ходит о паленке приборов, чем раздавается этот же ОБД. Ну, мне кажется, я говорю, основная проблема по этим разъемам это все-таки установки сигналок и мегапереходники. Ой, что-то я немножко вымотался. Давайте, наверное, на этот раз будем сегодня все-таки завершать это мероприятие. Как я уже говорил, если хотите сделать донатов, значит, смотрите, куда можно зайти. Так, заходим вот сюда. Значит, сообщество. Здесь есть тема, где я говорил за свой день рождения. И тут два места, куда можно меня задонатить. Вот, буду всем дико благодарен. Тем более сейчас, как я уже говорил, видео на канале на эту тему у нас было. Надо продлевать хостинг нашего форума. Вот, посему донатом на поддержание форума я также был бы очень рад. Можно как на телефон, потому что с телефона могу тоже платить за хостинг, так и на кошелек, на Тиндекс, Яндекс, вот, которые ссылочки есть. Ну что ж, будем, пожалуй, завершать с нашим сегодняшним мероприятием. Как я уже говорил, давайте, ладно, поспамлю уже тогда. Вот, не забывайте, что можем оказать вам услугу в отключении мобилайзера, пин по вину, пин по дампу, ключики прописать, отремонтировать блок управления двигателя, краш погасить. В общем-то, все. Буду благодарен всем новым подписчикам на наш канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, много лайков, 2, 4, 8, 12 и побольше. Вот, нажимайте там вот колокольчик, блин, что-то он зеркалит. Вот там вот колокольчик есть, нажимайте на него, чтобы получать извещения о видео своевременно, а не приходить под конец стримов и видосов всяких. Вот, что еще хотел сказать. Ну и все, до новых встреч. Пока-пока. Стоп. Внизу, кстати, пишите свои вопросы. Заходите голосовать, куда я уже говорил, выбирать тему для следующего стрима. Ну и все, до скорых встреч. Пока-пока.